dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Так, мои любимые, всем привет! Я только что вернулась домой и хочу вместе с вами сделать распаковку из Италии прямиком. На самом деле я сейчас не планирую в ближайшее время никаких люксовых покупок, потому что сейчас есть более важные траты, как вы знаете. Но эту покупку я сделала, вы знаете, так забавно, за 2 дня до того, как мы пошли смотреть квартиру, и до того, как мы вообще спланировали купить квартиру. Потому что сейчас, конечно, у нас другие траты, я бы просто их уже не покупала, но так как они оплачены, как бы что сделано, то сделано, я все равно очень рада, потому что это долгожданная покупочка. И здесь очки. Вы знаете, что я очень люблю очки. Здесь прям такая заезженная модель от Celine. Я думаю, что все вы уже поняли, какая. Но они мне действительно очень нравятся. Я примеряла подобные формы там в Бершке. В общем, многие бренды сделали такие формы. Примеряла, она подходит просто всем. Мне кажется, такая очень удачная форма. И, на мой взгляд, они очень классические, поэтому для меня это не про что-то такое заезженное, а про то, что будет служить моему гардеробу и будет радовать меня. О, с любовью из Италии. Здорово. Я впервые, на самом деле, покупала у этого байера, но очень давно за ней слежу. Подписана на ее телеграм, и у меня там, по-моему, 4 канала. Не знаю, может, года 4. Она сама, насколько я знаю, девушка из Минска, но очень давно уже живет она в Италии. В общем, я давно за ней слежу, давно на нее подписана. И у многих видела в рекомендации ее. И у нее есть прям такой отдельный канал именно с оптикой, где самые популярные модели уже выкуплены, поэтому они довольно быстро приходят. Я заказала, оплатила. Кстати, хорошая у нее была цена очень. И буквально за 2 недели они дошли в Россию, в Москву, и из Москвы уже ко мне в Минск с деком отправились. У нас зеркальное отображение, потому что я снимаю на телефон. Такая красивая коробочка. Если честно, мне еще очень нравится сама сумочка от этих очков, потому что это очень удобно. С какими-то летними нарядами можно туда телефон положить даже. Какая красота. Ой, здесь еще такой чехольчик. Celine. Я взяла всякие книжечки. Я вам это поближе покажу. И салфеточку. Очки здесь есть. Надеюсь, да. Вообще, эта модель очень популярна в черном цвете с черными линзами, с золотой фурнитурой и с серебряной. Золотой, там именно такое красивое желтое золото. Но я недавно увидела, что у них появился, оказывается, не то, что появился, он, наверное, давно уже существует, но как-то не очень популярен. Именно в коричневые линзы. И такой цвет розовое золото, шампань, оправы. Очень красивые. Не знаю, может быть, на видео не покажется вам черными, но я сейчас покажу. Ой, какие они красивые, мне так они нравятся. На самом деле, для меня это такая классическая форма, это не про что-то такое вот модное. Ну, в смысле, что такое, знаете, быстрые тренды. Красиво они сделаны. Я вам сейчас покажу поближе. Вот эта сумочка, мне так она нравится через плечо ее носить. С какими-то летними платьями. И правда, когда не нужно с собой брать много вещей, например, в отпуске, знаете, карточку от номера положить. Так, чтобы не повредить ничего. Боюсь резать. И просто телефон, очки на лице. И все. Можно не брать сумку. Вот, мне нравится эта сумочка. Не знаю, поместится ли мой Pro Max, но она такая довольно вместительная. Ну, а также можно носить просто как аксессуар, как чехол для очков вместе с сумочкой. То есть, как такой просто аксессуар, дополнительная сумочка. Вот мне она очень нравится. Такая вот маленькая распаковка, приятная. Здесь, видите, тоже дужки такие красивые. Мне кажется, отлично. Думаю, что с хвостиком тоже. Просто, ну, на мой взгляд, это действительно такая очень универсальная форма. Довольно. Вот, смотрите, какой здесь красивый цвет золота. Такой неконтрастный. И вот они
линзы коричневые. Вот здесь видно на солнышке, видите? У меня, кстати, нет очков с коричневыми линзами, такими темненькими. Сумочку все знают. Эту. Потому что иногда такие же модели в аутлете, насколько я знаю, можно купить с обычным чехлом, без такой сумочки. Но, конечно, сумочка здесь тоже играет немаловажную роль. И здесь самый чехольчик. Такой красивенький. Это, кстати, мои первые очки от Celine. Вообще, насколько вы знаете, я очень люблю очки. У меня не то чтобы большая коллекция, но имеется. Всякие тоже салфеточка и книжечки. Вот такая красивая открытка. Очень симпатичная, стильная. А так хочу в Италию, девочки. Не знаю в этом году, что будем делать с отпуском, потому что мне с визой понятно, а вот с моим мужем непонятно. Что-то тоже я смотрела, что уже неделю назад на итальянскую визу записывали аж на июль. Но это тоже, когда там получится ее получить, когда с какого числа она будет действовать, сколько там занимает сама подготовка, это уже август, как будто бы немножко страшно, ну, если делать, то уже прямо сейчас. Не знаю, хочется в Европу, конечно, летом, но посмотрим, что будет. Я хочу в Италию вообще, на самом деле, уже, наверное, года 3, но что-то как-то мы все в Испанию ездили летом. В общем, красота. Так, девочки, мой телефон не поместился, так что имейте в виду, если что, но ничего страшного. Опять же, как сумочка. И, кстати, у него очень хороший длинный ремешок. Для моего роста тоже. Потому что я думала, что будет длинноват. У меня рост 164. Отлично вообще. То есть я думала, может быть, как-то буду здесь делать какие-то узелочки, если будет длинным. Но вообще супер. Вот. Жалко, что не подошел мой телефон, но он у меня просто большой. Но вообще ничего страшного. Все равно какие-то карточки, денежки можно положить, если не хочется брать сумочку. Девочки, зашла сегодня в магазин, обычный продуктовый, и меня просто, знаете, нахлынула такая ностальгия. Вы даже не представляете, как сильно я любила раньше этот бальзам-ополаскиватель от Dove. Я не знаю, сколько лет я уже его не покупала, очень-очень много, но когда мне было, наверное, не знаю, лет до 23, я его обожала, и это был мой самый любимый продукт. Я сейчас, знаете, открыла его, понюхала этот аромат и просто вернулась в те воспоминания, как я его любила, и решила, что хочу вспомнить, как он работал. И еще вот такую вот маску купила. Вот просто побаловаться, знаете. Вдруг он сейчас такой же классный, как и тогда был на мне. Что буду пробовать. Вот знаете, он мне сейчас такие эмоции приносит, как будто я купила какой-то дорогущий уход, какой-то такой, знаете, недоступный. Очень классное ощущение, уже хочу помыть голову. В 21 веке сделала заказ на свой чай любимый, 3 коробки купила, вот сейчас выпила кружку, потому что дня 3, наверное, назад он закончился, и я поняла, что в очередной раз, что это вообще мой самый любимый чай, и я просто не могу без него, так я его люблю. Сейчас поеду к нам домой и отвезу его сразу туда. Вообще я обычно уже заказываю все туда. Но здесь просто тоже нужен был чай. На Озоне заказала печеньки, которые я очень люблю. Мне нравятся вот эти и еще очень вкусные с вишней. Прям такие, они без сахара. Это нереально очень вкусные. Я их покупаю не потому, что они какие-то там без сахара, протеиновые. Ну, они для меня реально вкусные. Именно по этой причине, вернее, именно эта причина основная в этом заказе. И, наконец-то, нашла свой порошок. Я вам про него рассказывала. На Wildberries он пропал, давно нет. И нигде нет. Тут на Озоне появился, но намного дороже, чем на Wildberries. Но я все равно взяла 2 упаковки, потому что так он мне нравится. Вообще, просто мой любимчик сейчас. Такая вот маленькая распаковка. Сейчас приготовлю быстренько обед, чтобы было что дома покушать. И поеду к нам домой туда. Тоже там какие-то посылочки пришли, покажу вам. Ну что, вот такая ситуация в нашей гостиной. Пока это выглядит вот так, везде бардак, что можем, то выносим по чуть-чуть. Вообще мы стараемся каждый раз, когда приезжаем, привезти одну коробку. Какие-то вещи, знаете, по чуть-чуть, потому что все равно каждый день едем, чтобы
поменьше потом в день переезда нужно было перевозить. Вот, в принципе, мы планируем переехать где-то в середине мая, а до этого мы все равно каждый день сюда приезжаем. Соответственно, по одной коробочке я постоянно собираю, и Саша привозит. Вот. Ну и когда уходим обратно, в эту коробку запихиваем весь мусор и выносим. В общем, вот такой план. Из новенького к нам приехал вчера холодильник, который встроенный. Его пока некуда встраивать, потому что мы не можем заказать шкаф, пока не было холодильника. Нам сказали, что это очень важно, что каждые несколько миллиметров вот прям очень важны для изготовления шкафа. Поэтому сегодня напишу шкафам, чтобы они приезжали. Вот, холодильник, я не знаю, если честно, муж выбирал какой-то Samsung. Ну, вроде бы прикольный, такой нормальный. Вот. Мне даже стыдно, что до сих пор эта тарелка, но, в общем, она как-то у нас пережилась пока что, и Бонечка пьет из нее здесь. Вот. Короче, холодильник такой довольно большой. Ну, как большой, для нас достаточно такой стандартного размера. Здесь 2 камеры хранения. Мне нужно было, чтобы... Камера хранения, я имею в виду морозилки. Мне нужно было, чтобы морозилка была небольшая, потому что мы не храним в ней мясо, рыбу. Я не люблю размораживать, мне не нравится вкус. Вот, поэтому обычно у нас заморожены только какие-то овощи. В общем, такое. Там какой-нибудь лёд, мороженое, ну такое. Вот, так что, конечно же, еще ничего не разбирала и не буду, потому что потом это все в самый последний момент, когда установится уже. Вот, поэтому пока он стоит тут посередине гостиной, все тоже выглядит ужасно. Вот так, все заставлено. Там Саша устанавливает посудомойку, но тоже разобрал там эту нижнюю часть. Не хватает шланг какой-то короткий, нужен другой, поэтому пока немножко это тоже застопорилось здесь. Да и в целом, если честно, все делается... Ну, в принципе, мы все заказали такое самое необходимое довольно быстро. Но вот эта установка, которая как бы не занимает много времени, но времени на нее тоже нет. Потому что у мужа очень много работы и более важной, скажем так. Поэтому все в таком... Как бы если ты свободен, то это все можно сделать гораздо быстрее, конечно же. Но ничего. Показывала ли я вам духовой шкаф? Микроволновку точно показывала, а вот духовой шкаф, что мы установили, не показывала. Вот. Ну и, собственно, сам шкаф, которого пока нет. Будем его весь разбирать, и приедет новый. В общем, если честно, так хочется навести порядок. Но все постепенно. Покажу, что забрала с Wildberries. Так, здесь, получается, наша мастер-спальня. А здесь сразу вход в мою ванную. Она, кстати, такая довольно просторная. Мы здесь будем менять. Я уже заказала. Скоро должны сделать зеркало. Это в первую очередь самое, да? Потому что я говорила, что мы потом хотим в самую последнюю очередь, когда мы уже будем здесь жить, не знаю, зимой, в следующем году или когда, переделать ванную, заменить плитку, потому что мне визуально хотелось бы что-то другое. Но в целом она не такая ужасная. Ну, то есть, как бы она нормальная, все, как я вам говорила, новенькая, здесь никто не жил. И даже, знаете, еще плохо отмытая после строительных работ. Но это как бы я тоже этим еще даже не занималась, и, потому что еще тут грязных работ хватает, скажем так. Вот, она довольно большая. Как вам показать, я не знаю. На камеру сложно передать размер, объем. Вот, но в целом тут как бы еще здесь тоже, ну, много места очень. И я сюда... У меня есть комод, пока что я его поставлю сюда. То есть я, если честно, не хотела ничего перевозить старого. Но, знаете, пока есть какие-то более такие важные, скажем так, вещи, которые нам нужно купить. И плюс я не хочу покупать в ванную никакой мебели, потому что когда мы будем ее переделывать, уже будем что-то делать под заказ. И, знаете, не хочется просто лишнего хлама и лишней мебели. Вот у меня есть хороший комодик беленький, он сюда отлично подойдет, потому что я не помещусь полностью в ванную. У меня здесь только вот такой вот ящик. В принципе, он довольно большой и глубокий, но как бы вы знаете мои объемы. Вот, кстати, сама ванная такая довольно глубокая, большая. До сих пор я, конечно, ее ни разу не приняла, хотя у меня уже все для нее есть, нужно убрать. Но, в общем, в первую очередь я заказала себе здесь, что такое, знаете, очень легко можно исправить. Зеркало большое вот сюда с подсветкой тоже, но практически на всю стену, вот эту вот белую. Вот, получается, эти бра я уберу, мы уберем и повесить другое зеркало, вот, чтобы оно было побольше. Вот, сама тоже раковина, все как бы тут хорошо. Ну, заставлено, конечно, вы знаете, что я человек, визуальный шум не очень люблю, ну, в смысле, минималист, и вот так у меня ничего не будет. Но пока я тут просто пришла вам распаковку снимать, и, в общем, естественно, ничем не занималась. Тут Боньке лапки мыла,
Здесь тоже такая вот эта вот каменная штучка. Столешница симпатичная. Так, все, давайте смотреть распаковки. Так, начну с зубных щеток, хотела сказать, со стаканчиков для зубных щеток и паст. Заказала 2 одинаковых, такой минималистичный, на Wildberries нашла стаканчик. Второй точно такой же, уже не буду доставать. Вот. И для своей ванной комнаты, и для Сашиной заказала одинаковые. Дальше коврик. Не знала, для чьей ванны, потому что по цвету не совсем понимала. Сейчас пойду приложу. Для моей он будет очень маленький, мне нужен пошире. Тоже нашла на Wildberries коврики. Пойдут к Саше. Думаю, что по цвету тоже ему подойдет, потому что у него такая же плитка, как у меня здесь. Мне нужен пошире. Для меня было важно в коврике, чтобы он был такой тоненький. Во-первых, чтобы он быстро высыхал, и во-вторых, чтобы его можно было легко постирать в стиральной машинке. Смотрите, какой он маленький. Вот у меня здесь размер 100 на 60. Ну, мне однозначно нужен шире. Написано, что турецкий. Такой вот симпатичненький. В принципе, и в мою ванну он по цвету хорошо. Ну, в смысле, точно такой же, но мне, конечно, он маленький. Так, что у нас еще пришло? Зубные щетки. А у меня на самом деле такие уже были. Мы зубные щетки меняем довольно часто, как положено. Эти такие симпатичные. Я их покупала уже, наверное, раза 2 точно. Сразу в наборе 2 штуки. И они такие совсем бюджетные, но они очень красивые. Ну, как бы щетки мягкие, хорошие. Мне белая, Саша черная. Так, завтра придет зубная паста. Так это будет смотреться. Я заказала набор полотенец для кухни. Хочу, чтобы все были одинакового цвета. Ну, естественно, хочется все новое, понятное дело. Взяла один наборчик на пробу. Вот, мне нравятся именно махровые, потому что они хорошо впитывают. Я до этого покупала черные, они тоже хорошие. Их оставлю, потому что они как бы тоже еще новые. Но тут размерчик побольше, мне кажется. Мне нравится, когда все одного цвета. Такого нейтрального. Вообще у нас кухня светлая, конечно, было бы прикольно взять белое полотенце, мне очень нравится, но вы сами понимаете, белое полотенце для кухни идеально вообще черные, потому что их все равно не все пятна выводятся, сложно ухаживать. Вот так вот такие симпатичные, хорошенькие хлопковые, здесь в наборе 1, 2, 3, 4, 5, 6 полотенец, ну вот запишу еще один такой же наборчик. У меня сегодня маленький заказик с Wildberries. Честно, я заказываю просто каждый день по чуть-чуть. Потому что, когда есть время, что-то такое вспомнишь, пошел, заказал. Какие-то расходнички, ну, в общем, такое, знаете, чтобы уже было. Мои любимые салфетки для лица. Вы знаете, я использую хлопковые одноразовые полотенца. Тоже, чтобы уже были. Что вот такая вот маленькая распаковочка. Еще к нам пришла вытяжка. Тоже вчера вечером, но мы ее не установили. Но зато Саша установил вчера стиральную машинку. Я вам сейчас покажу свою прачечную. Тоже, девочки, пожалуйста, не обращайте внимания. Везде коробки и все стоит. Конечно же, так не будет. В общем, такая у нас прачечная. А мы потом, опять же, когда въедем уже, когда закроем основные свои потребности, для того, чтобы переехать, приступим к этой комнате и будем делать здесь полки, встроенные шкафы до потолка. Здесь есть, кстати, шкаф, который сразу был встроен. Вот, он тоже такой очень большой, полностью в потолок. Вот, то есть мест для хранения очень много. И сейчас у меня уже там тоже много всего стоит. И в целом всякая химия отлично туда поместится. Я тут буду и полотенца хранить. Ну, в общем, много всего потом вам буду показывать. Ну и вообще, конечно, очень удобно, когда есть такая комната. Вот, и потом, когда будет шкаф, мы уже встроим стиральную машинку. На нее поставим сушильную машинку. Вчера Саша подключил, уже пробовали запустить стирку. Все стирает, все хорошо. Ну, такой, знаете, пробный вариант, пустой барабан. Вот, так что пока эта комната будет у нас пустой, ну, скажем так. Потом уже все красиво организуем, чтобы аккуратненько все были системы хранения и так далее. Но, повторюсь, мусор вот этот везде у нас. Конечно же, я приехала не одна, но моя подружка в лежачем положении постоянно отдыхает в своей лежанке, загорает на солнце. А девочка еще заказывала порошок. Пока не могла найти свой, у этого же продавца вот такой. Он тоже очень популярный, очень много отзывов. Я им не стирала пока еще, но, если честно, он такой химозный, так прям сильно пахнет. Я люблю запах порошка, но здесь прям такой, знаете, не очень, если честно. Ну, оставлю в любом случае, там буду стирать, если что, какие-то полотенца кухонные, ну, что-нибудь такое, знаете.
Ну, посмотрим, конечно. Может быть, он будет как-то классно стирать, но вот по первым впечатлениям вообще такой неприятный. Едем с подружкой домой. Ты ливаешь все. Так, девочки, новый день. Я снова здесь, как вы уже поняли. Сегодня к нам должны прийти установить интернет. Наконец-то! Нам очень здесь нужен интернет, его прям не хватает. И приедут, уже мое зеркало готово, приедут устанавливать зеркало. Но мой муж в отъезде, старое еще не снято, и у нас здесь такие вот бра висят. Я пробовала их открутить сама, но тут как бы они легко были прикручены. Но что делать с этой штукой, я не знаю. Поэтому надеюсь, что ребята, которые приедут устанавливать мне зеркало, потому что я сказала, что можно подождать мужа, на следующей неделе приехать и установить зеркало, потому что нужно предыдущее снять. Но они мне сказали, что они мне его снимут. А вот про бра я ничего не сказала. Ну, надеюсь, что они мне смогут в этом помочь, я потому что понятия не имею, что тут сделать. Я просто думала, как оно легко там снимется и все, но я так понимаю, тут и так все легко, просто нужно эти штучки снять, но я боюсь сама лезть. Надеюсь, что покажу вам скоро новое зеркало. Ехали с подружкой, как вы понимаете. Ничего новенького не случилось, ничего нового не установилось, потому что не было мужа. Я вчера приезжала, помыла здесь окно, только вот это, потому что ждем карнизы на остальные окна. И знаете, когда будешь их устанавливать, будет эта вся пыль, поэтому не буду их пока мыть. Так что, не знаю, наверное, в этом влоге никаких новинок больше не покажу вам. Как-то не успевается. Но у нас такое самое основное это было в планах на ту неделю. Хотя как бы еще только неделя с покупки прошла. Было купить всю технику на кухню. Мы это все сделали. Бонечка. Может, какого-то жука ты что ли нашла? Плюнь, ты же не убийца. Ты же не убиваешь животных. Маленьких. Надеюсь, что мне показалось. Это какой-то муравей или что залез, непонятно. Так вот, самое такое основное была эта техника на той неделе. И вот нам приехала на той, на этой. Теперь это все нужно устанавливать. И уже нужно думать про мебель. Ну, в первую очередь, конечно, там кровать, матрас. Это такое самое необходимое. Хотя, повторюсь, мы планируем переехать, ну, вернее, уже точно с 1 июня, потому что мы уже сказали нашему арендодателю, у которого снимаем квартиру, и уже, кстати, нашелся новый жилец. Наш арендодатель живет за границей, мы его никогда не видели в жизни, вживую, я имею в виду. Вот. Но вообще-таки у нас всегда классная коммуникация, все по делу, ну, очень все так приятно, в общем, было. Я думаю, что ему с нами тоже было комфортно. Вот. И без даже просмотра нашелся какой-то уже новый арендатор. Поэтому 1 числа, конечно, тоже очень удобно, потому что я была не против показать квартиру, ну, как бы мне не сложно, но приятно, конечно, когда никто не придет смотреть ее уже сняли. Вот, поэтому сроки сжимаются, и плюс я вам говорила, что мы числа, наверное, 17-18 уезжаем на неделю в Польшу, и вот до этого времени хотелось бы уже такое самое основное все организовать, чтобы после приезда в Польшу мы уже жили здесь. Но я так думаю, что как только мы купим кровать, холодильник у нас уже есть, хоть его пока и некуда встроить, но это такое самое необходимое. Даже если шкаф еще будет не готов, то как бы мы уже переедем. Ну или в самом крайнем случае, если не будет готова кровать, то просто будем спать на матрасе. Но у нас еще целый месяц впереди, поэтому я думаю, что все будет нормально. Вот. Хотела вызвать замерщиков на шкаф, но решила подождать мужа, чтобы все вместе, потому что, ну, все-таки, знаете, такие вещи уже это не какая-то мелочь, так что будем все это уже вместе принимать участие в этом. Вот. Ну и про остров тоже, блин, с этим островом. Обеденную зону нужно думать, там диван, но это уже такое очень второстепенное. Вы вообще видите, что происходит? Она просто пришла, видите, свою ногу подняла. Ну просто, я не понимаю. Скромности, конечно, не занимать этой собачки, это просто кайфует по жизни. Так что вот такие дела. Кстати, очень мне понравилось это средство для окон.
который я вам показывала в прошлом влоге. Давайте еще раз покажу. Вот это. Ну, кстати, у него такой хороший расход. Может, я его очень много наносила. Хороший в смысле большой. Потому что я сейчас смотрю, баночка какая-то неполная. Даже не уверена, что хватит на все окна. Ну, посмотрим. Понравилось. Сначала я, конечно, мыла просто мыльным раствором. Все рамы и стекла тоже. А потом уже проходилась салфеткой и с вот этим средством. Ну, бумажными полотенцами я обычно вытираю. Очень хорошо все отмылось. Что окно уже чистое. Забрала маленький заказик с Wildberries. Буквально 2 позиции пришло. Остальное в пути. Давайте посмотрим, что мне здесь пришло. Не знаю, пока я с ковриком для ванны. Хочу попробовать просто такие вот полотенца для ног. Они, кстати, такие довольно большие. Просто когда принял душ. Ну, мне нравится, знаете, такое вот, как в отеле. Хочу попробовать, как мне это зайдет или нет. Я заказала еще один набор. О, кстати, очень большие полотенца, хорошие, хлопковые. Вот. Попользовался и... Господи. Вспомнила, что у нее есть хвост. Ты вымазалась. Прилипло что-то к себе. Девочки, ну, в общем, вот такой обзор. В общем, собачка подумала, что это для нее почему-то полотенце. Очень удобная поза. Какая у тебя растяжка красивая. Что ты вытираешь мордочку свою? Вот ты жучок. Что за жучок? Телефон мой был. Звук от телефона, что тоже. Жучка ты. Ты жучка маленькая. Ну все, сиди. В общем, пока хочу попробовать, как мне зайдет полотенце для ног. Использовать. Потому что мне как бы тоже, знаете, удобнее, например, когда я волосы сушу, все равно у меня волосы длинные, и даже когда будет одна волосинка, ну это видно, естественно, после сушки особенно, и мне как будто бы проще там взять и шваброй пройтись на плитке в ванной, и все чисто. А ковер нужно его пылесосить, ну, в общем. Хотя меня как бы ковер тоже не смущает пропылесосить там и постирать, это вообще не проблема. Но пока хочу попробовать с полотенцем. И второй... Ой, даже не так не упаковано. Такой костюмчик из хлопка в черном цвете. 70% хлопок, 30% вискоза. У нас была такая жара, девочки, а сейчас похолодало. Но солнышко все равно приятное. Пришла прям настоящая весна, но ушла обратно. В общем, мне попался рилс. Так хочется чего-то нового, знаете. Просто сейчас одни покупки какие-то другие. Одна маленькая покупочка для себя тоже. Очень классный костюмчик, я увидела на девочке. Опять же повторю, что классный материал держащий. Мне захотелось именно в черном цвете. Он, видите, такой немножко прозрачный. Здесь рубашка и шорт. Вот потом примерю и посмотрим. Шорты, кстати, не прозрачные, с такими дополнительными, ну, с дополнительной подкладочкой. Вот. И я так понимаю, что он такой будет свободненький, потому что размер у него 42-44. Ну, то есть там, по-моему, только 2 размера есть. 42-44 и следующий там 46-48. Ну, мне так кажется. Но он такой сам по себе свободный из-за того, что шортики на резинке. В общем, на девочке мне очень понравился. Так что потом примерю и покажу. Девочки, маленькая покупка из Золотого Яблока. Карандашик для губ тоже увидела. Я, кстати, сегодня ходила на маникюрчик, обновила наконец-то. Мне так быстро растут ногти. Вы видели буквально там несколько прошлых кадров с красным маникюром, ему там 2,5 недели. И уже, ну, прям сильно отросли. То есть мне вот в идеале это каждые 2 недели, потому что уже когда там 2,5-3, то это уже просто кошмар. Как обычно, у меня все как обычно. До этого были красные. Но вы знаете, что я человек нюд. Так что побаловались и хватит. Карандашик от Романова Makeup. Первый продукт, который я пробую от этого бренда, почему-то как-то... Я знаю, что он очень популярен, знаю, что многие любят и хвалят, и уверена, что бренд классный, но мне как-то ничего не хотелось почему-то от них. А тут я увидела на одной девочке карандашик, очень красивый. У нее смотрелся на губах, и я подумала, что мне тоже такой подойдет, и это правда, так и случилось. Очень, кстати, он классный, хорошо держится. Вот я его вчера забрала, вчера красилась, и сегодня... Очень красивый оттенок, называется Sweet Dreams. Sexy Contour Lip Liner. Он такой довольно стойкий, но при этом очень легко рисует, такой мягкий, гелевый. Красивый оттенок. Сейчас я сделаю вам сводчик. И с другой стороны такая вот кисточка, чтобы подтушевать, растушевать контур. Такой вот идеальный нюд. Красивый. В
Вообще, мне нравятся очень карандаши для губ. Мои самые любимые — это Charlotte Tilbury. Очень тоже классные и стойкие карандаши от Пупа. Но вообще, карандаши для губ — это не проблема, и они есть во многих... Я прошу прощения, девочки, после ветра еще не расчесалась. У многих и бюджетных брендов, например, наш белорусский Luxe Visage, особенно линейка Pin-Up, очень красивые оттенки у них. Тоже они такие стойкие, классные. Красивые оттенки вообще, мне кажется, в принципе, у всех есть у бюджетных брендов. Ну, конечно, я думаю, что вы знаете Vivienne Sabo, 100 лет, которая популярная, карандаши, они тоже очень бюджетные, просто в каждую сумку, в каждый ящичек можно бросить. Но они не такие стойкие. То есть мне вот нравится, я наношу только на контур, слегка растушевываю к центру, и по центру наношу блеск. Но я, кстати, уже давно красилась, наверное, на мне не осталось ничего. Нет, все равно что-то есть. Вот, и они хорошо держатся. Красивый цвет. У Vivienne Sabo мне нравится 103-104 оттенок. Классный. У Pin-Up, белорусский Luxe Visage, не помню, к сожалению. Еще мне нравятся очень карандашки Catrice, у Essence классные. Но вот такие, которые самые стойкие из того, что я пробовала, это Charlotte Tilbury и Pupa. Ну и вот этот. Ну, этот нужно, конечно, еще потестировать. Но держится он хорошо, несмотря на то, что он такой очень мягкий. Легко рисует. Но держится классно и очень красивый нюд. Вот Sweet Dreams, по-моему. Сейчас вам покажу. Вот. Так. Красивая упаковка. Где тут оттенок? Вот. Не понимаю, сфокусировался или нет по своему экранчику. Ну, в общем, красивая упаковочка. Внутри такая красная. В золотом яблочке заказала. В золотом яблоке купила снова, повторяю, вот этот антиперспирант от Vichy. Тоже мне нравится, хотя я не очень люблю роликовый, но вот он у меня закончился, я сразу же в этот же день заказала новый. Вообще мне очень нравится от Elizabeth Arden, в такой кремовый, но когда уже буду в Европе, то куплю. А так покупаю вот этот, нравится. И зубная паста приехала тоже. Сюда уже, на эту квартиру, я имею в виду. У нас дома точно такая же, я вообще часто очень ее покупаю. Наверное, года 2 назад увидела в Инстаграме у одного стоматолога, она блогер, не подписана на нее, даже не помню. Вот просто как-то попалось мне видео, я так посмотрела, она делала разборы и говорила, какая прикольная паста с золотом яблоке, какая не очень. И, в общем, я попробовала и с тех пор постоянно покупаю ее. Она такая не очень мятная, то есть нет такого, что у вас прям, знаете, сводит глаза, слезятся глаза, вернее, и пробивается нос. Такого нет. Вот такая очень мягкая, приятная, это корейская. Покупаю в золотом яблоке. Ну, такая вот малюсенькая распаковочка. Так, я тут собрала коробки, которые показывала вам с Wildberries. Вот эти вообще классные, очень понравились. Буду заказывать еще. Как я вам говорила, я только немножко постоянно перевожу по чуть-чуть. Обувь в том числе, но вот отнесу, в кладовку спрячу до осени, мне не понадобится. И вот на пробу взяла попробовать вот такие вот коробки, тоже уже для Вонечка, уже для сапог, для длинных, хотя сейчас сюда вложила вообще даже 2 пары. Вот. Тоже классные, но уже вот такие вот большие коробки в наборе по 2 штучки. Очень удобно, потому что все прозрачно, видно, какая где пара. Вот, закажу таких тоже еще пару наборов. Ну и как минимум один вот такого плана закажу. Сразу все составляю в коробку, чтобы потом отнести. У меня везде эта обувь. На самом деле за неделю уже тоже довольно много всего перевезли. Так, девочки, ну что, установили свет. Такое очень большое зеркало получилось. Я довольна. Я не включаю свет верхний пока что, потому что он включается вместе с вытяжкой и шумно. Мне это не нравится. Я не знаю, как это извинить. Вот видите? То есть со светом, конечно, довольно светло, и вытяжка это супер, но мне нужно, чтобы она включалась какими-то разными выключателями. В общем, будем прорабатывать этот вопрос. Единственное, конечно, тоже это зеркало большое, его мыть только со стремянкой, потому что я по-другому не достану, и никто не достанет, потому что оно реально очень высокое. Прям почти в потолок. Вот, но мне нравится, сразу так
объемнее. Что вот такие вот небольшие перемены. И позвонил Саша. Сказал, что карнизы сегодня нужно привезти. Если это действительно так, то отлично. Мы уже повесим их в выходные. И я повешу тюль. Тюль уже погладила. Она уже готова. Осталось помыть окна в остальных комнатах. Единственное, в спальню пока не покупали карниз, потому что мы хотим туда электрический. Вот, поэтому этим тоже нужно заняться. Вот, ну, по крайней мере, в гостиной и в будущей когда-то детской повесим уже, потому что, знаете, ощущение, когда ты в аквариуме каком-то, все так на виду. Вот. Такие дела. Поставила я уже свои щеточки. Не знаю, сюда, возможно, какой-то мраморный какой-то подносик поставлю, или ничего не буду ставить, и какие-то предметы, которыми я часто пользуюсь из ухода. Но, если честно, я больше люблю, когда они тоже спрятаны в ящик. Вот, мне нравится, когда такой минимализм, поэтому, конечно, какие-то цветочки хорошо поставить, свечу какую-то поставлю, вот мыло и крем для рук, ну, в общем. Так, место встречи изменить нельзя. Я снова здесь, только что приехали. Ой, с Бончиком, у нас сегодня так прохладно, поэтому я тут в своем спортивном костюме. Просто смотрите. Эту сумку, девочки, просто реально моя лучшая покупка. В нее вмещается все. Заранее хочу извиниться за этот влог и за последующие, которые будут ближайшие несколько, потому что, конечно, ну, я думаю, что вы понимаете, что у меня такой немножечко новый период, для меня такой довольно важный, и таких привычных влогов, как я там хожу по магазинам, делаю какие-нибудь обзоры и какие-нибудь там наши распаковки одежды и так далее. В ближайшие недели немножко у меня другой фокус. Я, конечно, все это очень люблю, и это никуда не уйдет. И, ну, в общем, вы понимаете. Но ближайшие влоги, конечно, будут немножко другими, потому что, повторюсь, у меня такой важный новый этап. Конечно, тоже что-то такое интересное сейчас. Особо нечего показать, потому что, знаете, какие-то такие все покупки, скажем так, просто деньги уходят, а как будто бы ничего не меняется. Вот, потому что, ну, те же там, не знаю, техника на кухне, ну, как бы это база, она должна быть, да. Поэтому я думаю, что такое все уже про уют и так далее, это еще не скоро нам светит. Не знаю, может быть, в середине лета, когда мы уже тут будем жить и понимать, что нам прямо тут нужно. Так что, вот. На самом деле, последнюю неделю, как будто бы, знаете, не то чтобы не хочется там снимать или что, конечно же, нет, но просто сильно сложнее это все делать, потому что даже покупать какие-то такие вот мелочи, там, выбирать там банально холодильник, это настолько... Это не то, что ты там зашел и заказал, а вы что, знаете, просто перебывавшись. Все равно как-то хочется уделить время, почитать, узнать там, что... Хотя, если честно, это больше муж изучал, но все равно как-то все это занимает время. И просто последнюю неделю не настолько активно там в соцсетях, как обычно. И думаю, что это нормально. Вот, я себя за это ни в коем случае не ругаю, потому что вы знаете, что я такой человек очень дисциплинированный, очень серьезно там отношусь ко всему. Но я думаю, что это абсолютно нормально, и просто нужно немножечко времени. Я хочу им насладиться, и себя не ругаю за это. В общем, короче, я пришла вам сказать, что влоги сейчас вот такие. И никакие другие. В общем, это тоже как бы я, моя жизнь, и... Короче, вы меня поняли, я уверена. А еще, конечно же, в очередной раз хочу вас поблагодарить за ваши поздравления. Повторюсь, я все читаю, к сожалению, физически не могу ответить, но я все вижу, и мне просто безумно, невероятно приятно. Ну, вы это и так знаете. В общем, что привезла сегодня? Кстати, вчера у нас здесь такое, какая-то сторона, когда солнце после обеда. В общем, в окне нашей, в квартире, в которой мы сейчас живем, я это очень люблю. Потому что виден закат красивый, и солнце так красиво попадает, эти лучи прекрасные. Но сейчас я смотрю, мои окна просто идеально чистые. Но вчера, когда вот прям был пик солнца, они были не идеально чистыми. Поэтому то средство, которое я вчера вам показывала, я уже и не знаю, насколько оно классно. Но сегодня принесла еще свой клин проверенный. И пройдусь еще так уже. Знаете, рамы, конечно, чистые, но уже вот просто по стеклам.
пройдусь. Чтобы не умереть с голоду, принесла сюда печенье, чтобы оно было просто, знаете, на всякий случай. У меня здесь есть такая вот пюрешка, тоже чтобы не умереть с голоду. И я принесла, ну, я вам показывала эти печеньки, да. Еще я сегодня взяла с собой банан, яблоко. Все со своей сумки достаю. И клин, и яблоки, и бананы. Просто кружка пицца. Выпить чай. Еще одна. Мне просто реально какая-то нарния. Бонькин поводок. Там кошелек, ну, в общем, свои какие-то мелочи. Реально, моя лучшая покупка. Я ее обожаю, девочки, вот правда. Эта форма, это просто потрясающе. Моя лучшая сумка, которую я сейчас ношу просто каждый день. Сразу здесь, конечно, тоже кое-что забрала. Мелочевка. Новое полотенце кухонное. Теперь мне видите, как их много. Ну, пожалуй, пока оставлю. Думаю, что мне будет достаточно. Такой кучки. Что ты? Я, конечно же, со своей подружкой. Еще одни полотенца. Вторая партия для ног. Ну, вот я думаю, что 4 мне будет достаточно. Вот реально очень они мне понравились. Посмотрим. Я, кстати, уже, девочки, принимала ванну. Я рассказывала или нет? По-моему, да. Очень классно, конечно, в ванной полежать после душа. После того, как 1,5 года я только душ использовала. Классные полотенца, понравились. Мне, кстати, уже в корзине тоже лежат полотенца. Обычные белые, которые... И халат я хочу себе еще, наверное, белый. Такой махровый. Но не знаю, еще подумаю, может, он мне не нужен. Сейчас я вам покажу. Нашла прикольный магазин. Текстиль, все хочу новое. В общем, халат банный махровый. Я его зимой закажу, наверное. Сейчас мне точно не нужен. Сейчас жарко. Бренд, который шьет для сети отелей Hilton, Marriott. Ну, в общем, такие все хорошие отели. Мне нравятся такие халаты, как в отеле. Вот зимой точно актуальны. И у них также есть полотенца. Я оставлю ссылочку. Я пока не заказывала, но они вроде бы такие там плотненькие, хлопковые, поэтому тоже потом обновлю. Но это вообще не в первую очередь, потому что как бы полотенца у нас хватает. Ну, просто, как я и говорила, хочется, знаете, что такое новое. Ну, это потом буду сами заказывать. Так, маска моя закончилась, любимая Масил 10. Отнесу, поставлю здесь. Так, мыло для интимной гигиены, которое я тоже постоянно повторяю. Не мыло, а масло. Очень мне нравится. Это бренд Зейтун. Все, девочки, артикулы, как обычно, в описании к видео. Снова маска 8 секунд тоже закончилась, поэтому заказала. Заканчивается. Это моя 3-я упаковка будет. Вот это вот средство кислородный чудо-очиститель. Вообще такая бомба, я вам тоже рассказывала много раз. Отмывает просто все пятна, выводит. Вот у меня... Я просто люблю светлые вещи и там банально даже брюки, которые с вами открывали BSV новые, да? В позапрошлом блоге, по-моему. Я их теперь очень часто ношу. Для каждой носки их нужно стирать, потому что все равно во время ходьбы края немножечко, понятное дело, становятся грязными. Ну и плюс я и постоянно какие-нибудь фрукты, упадет, я не знаю, сок яблока, а его так, оказывается, сложно отстирать, и он просто так не отстирывается. Но плюс я и стираю на 30 градусов, потому что брюки там в вискозном составе. Хотя, мне кажется, они не сядут. И не отстирываются, представляете? Я просто беру, замачиваю вот эти вот чудо-средства, все идеально чистое. Я много раз замечала, что на моих белых там футболках я просто очень часто ем фрукты, ягоды, и мне постоянно что-то капает. И очень часто тоже на белой майке какое-нибудь пятно, которое просто не отстирывается от апельсина, от клубники. Чудо-средство, правда. Еще я тоже постоянно свою обувь тоже просто ставлю в тазик, в таз, насыпаю средство это и кипятком заливаю, и ничего даже чистить не нужно, просто смываю потом и все. Обалденно. Здесь что? О, здесь бомбочки от моей сестрички. Она заказала мне. Знает, даже уже гревал, понимаете, как один это. Бомбочки. Спасибо. Как пахнет. Класс. Это я люблю. Вот такая вот распаковочка.
Сейчас пойду мыть. Боже, эти окна, у меня ощущение, что я мою их целый влог. Просто, блин, знаете, когда ты просто моешь окно у себя дома, когда оно, ну, там, как-то побыстрее, а когда в квартире, в которой ты еще не жил, ну, и плюс я сразу, у нас тут, я вам говорила, 2 балкончика открытых, и, ну, его там пока тоже все отмоешь, знаете, эту плитку тоже тяжело отмыть после строительного, вот этого там где-то остается какая-то вот эта строительная грязь, ну, короче, я уже тоже сюда, Саша привез вчера паровой очиститель, да? Кажется, да. Ну, вы понимаете, я вам даже показывала. То есть сегодня тоже пройдусь еще по этим плиточкам. Ну и, конечно, окна с паровым этим очистителем очень круто мыть. Потому что во все вот эти вот труднодоступные зоны это прям то, что нужно. Так что сегодня займусь еще одним окном и пройдусь еще вот этим вот средством, своим клином, потому что что-то я недовольна. Вот хотя сейчас смотрю просто идеальные окна. Но стоит солнцу неправильно посветить, и все. Походный стулья. Походный столик. Видите, ничего не изменилось. Хотя уже присматриваем какие-то столики, стульчики. Ну, в общем, пока так. Привезла сегодня свою чашечку, показывала вам. Мой любимый чаек уже здесь. Как вы знаете, у нас есть чайник, поэтому я уже давно привезла свой любимый чай. Здесь у меня банан и орео. Сладкий перерыв. Так что сижу немножечко отдыхаю. Знаете, с этими окнами, блин, я же не то чтобы я такая дотошная, нет, но меня вот раздражали эти разводы, поэтому переделала по второму кругу и помыла эти балкончики, и как-то это все так долго, потому что в несколько этапов, знаете, сначала вчера мыла мыльным раствором, ну сначала, а потом уже этим спреем. А сегодня, так как у меня уже здесь есть мой пароочиститель, то я сначала проходилась пароочистителем. Он отлично растворяет всю грязь. Господи, я вот не перестаю повторять, что пароочиститель нужен просто в каждый дом. Потому что это какая-то бомба. Вот, и потом уже после пароочистителя проходила средством для мытья стекол. Посмотрим, скоро солнце выйдет на эту сторону. Так что, возможно, будет все не идеально. Ну и плюс окна. Там, где балкон, ну вот эти вот окна, да, вы понимаете, их, конечно, легко помыть, потому что они открываются. Но в других комнатах окна не открываются настежь, и сложно помыть с обратной стороны. То есть я сначала мою шваброй, ну никак не долезть, просто это невозможно долезть, а потом уже использую робот-мойщик окон. Я не скажу, что я довольна на 100% роботом. Я вам как-то говорила уже, да, что все равно руками моешь совсем по-другому. Опять же, когда светит солнце, все вот эти вот кружочки от робота-пылесоса, они очень видны. Когда солнца нет, то кажется, что хорошо и чисто. Вот, поэтому для меня робот-пылесос — это идеальный вариант. Если вы просто никак не можете долезть с обратной стороны, например, помыть, ну вот просто физически это невозможно сделать, тогда да. А так, конечно, ну или просто чтобы поддерживать, знаете, так чистоту. То есть окна как бы чистые, но вот эти вот разводы, они просто жуткие, когда светит солнце. То есть все в этих кружочках. Так что такое очень спорное. Вот, поэтому частично, конечно, там, где никак не долезешь, мыл окна робот. Вот. Какой-то у нас оконный влог получился. Что еще такое самочувствие, переживаю, чтобы только не заболеть, потому что муж так приболел, он, несмотря на это, все равно работает, и что-то мы прям сегодня ночью проснулись, мы в час, у него так сильно болит ухо, отит или что, непонятно, в общем, и прям настолько, что не мог уснуть, и поехал в аптеку за каплями. Ну вот капли обезболили, помогли нормально. Сейчас звонил, он говорил, что уже нормально себя чувствует. В общем, какой-то такой непонятный один день у него была прям сильно высокая, нет, температура была вообще невысокая, но очень плохое состояние, он прям лег спать, на утро проснулся, говорит, все нормально, но вот все равно, знаете, так заложен нос, горло. Сейчас я знаю, многие болеют, и вот это ухо вообще неприятно. Надеюсь, что меня пронесет. Вообще, на самом деле, я очень редко болею. Фу. Как удобно, что есть деревянный столик, по которому можно постучать. У меня хороший иммунитет, я действительно очень редко болею. Так что, надеюсь, в этот раз меня тоже пронесет. Бонька, как обычно. Как вы думаете, что она делает? Правильно, живет свою лучшую жизнь. Не будем ее отвлекать. Так что, да, девочки, будем заканчивать этот влог. Сейчас у меня такой будет быстрый, вкусный перекусик. И пойду разбирать вещи, которые тоже вчера приехали. Как-то, знаете, реально, на самом деле много всего уже перевезлось.
Ой, было бы так круто, что к моменту переезда мы уже, так знаете, каждый раз по коробочке забираешь, и это все так быстро и легко, и вообще не напряжно. И если у нас к моменту переезда останется мелочь, то было бы здорово, потому что все это в один день делать вообще не хочется. Вот. В таком удобном для себя формате, удобном для себя режиме. Возможно, когда у нас останется несколько дней до переезда, у нас будет все гореть, но пока все равно совмещается и работа, и переезд, поэтому как бы так. Нормально. Все, девчонки, будем с вами прощаться. Как обычно, благодарю вас за просмотр и желаю самой прекрасной недели. Увидимся в следующее воскресенье. Пока-пока.